Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я собираю очень вкусный торт «Яблоневый цвет», вкуснейший, с богатой яблочной прослойкой, такой очень богатой во вкусе, и также с вкуснейшим кремом «Банановое мороженое». Как я готовлю этот крем «Банановое мороженое» есть на моем канале подробнейшее видео, ссылку я оставлю в описании. Яблоки мы здесь будем слегка карамелизировать. Украшала я этот торт не белковым кремом сегодня, а именно сливочным с маскарпоне. Это уже в следующем видео я покажу именно видео по крему. Сейчас же я хочу вам показать, как я собираю этот торт, что мне для этого нужно. Вот такие вот зеленые яблоки, они с хорошей кислинкой такие, они сочные, эти яблоки. Нужно сочные яблоки для этого брать. Здесь у меня 350 грамм. 350 грамм хватает как раз на прослойку торта 18-20 сантиметров. У меня же торт 16 сантиметров. У меня немножко останутся они яблоки эти, но они настолько вкусные, их просто можно так съесть. Здесь у меня четверть чайной ложки лимонной кислоты. Вы же можете вообще ее не брать. Я беру, потому что я люблю эту прослойку с кислинкой. И 2 ложки столовых сахара на 350 грамм уже готовых порезанных яблок. Смотрите уже по вашим яблокам. Теперь я всю эту массу перемешаю. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня сковорода и 50 грамм сливочного масла. Я поставлю сейчас на огонь ее растапливаться, эту сковороду, это масло в сковороде. Яблоки я тем временем перемешиваю, и я вам покажу, до какой степени должно растопиться масло. Ничего я здесь не жду. То есть я буду делать такую легкую карамелизацию этих яблок, именно легкую, не сильную. Масло у меня растопилось вот до такой консистенции. Видите, еще пару кусочков в нем должно плавать, чтобы не было вот такого уже жженого масла ни в коем случае. Вот для этого я и показываю. И вот так вот я сейчас все это соединяю, и на большом огне при постоянном помешивании я их буду карамелизировать на плите ровно 6 минут. 350 грамм готовых кубиками нарезанных яблок. Это сделать нужно обязательно, ни в коем случае не закрываем это крышкой, чтобы у нас лишняя влага из них выпаривалась. Делается это очень просто. Итак, 6 минут у меня прошли, яблоки мои готовы. Сейчас я вам покажу, вот до такой консистенции они должны у нас дойти. Такого золотистого цвета они у нас стали. И они ни в коем случае не кашеобразные. Они все очень друг от друга отделяются хорошо. У них нет никакого такого сиропчика вокруг них и так далее. То есть вот такой консистенции должны стать наши яблоки. Они должны хорошо еще раскусываться. Но при всем при этом они очень хорошо уже у нас пастеризованы. Они ни в коем случае не закиснут в торте. И очень-очень вкусные. Теперь я всю эту яблочную массу просто перекладываю в тарелку. И там начинка моя остынет яблочная. И я буду уже готовить крем здесь, пока будет остывать яблочная прослойка. Как только сейчас слегка остынут яблочки, нам нужно обязательно накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалось на них корочки и чтобы они не заветрили. Крем я для этого торта буду готовить банановое мороженое. Крем вкуснейший, очень устойчивый. Подробнейшее видео есть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к данному видео, чтобы уже не занимать место в этом видео. Итак, собирать торт я буду сейчас. Торт у меня 16 сантиметров в диаметре. Здесь у меня чудо-бисквит без разрыхлителя. Тоже подробнейшее видео есть на моем канале. Я оставлю ссылку в описании к данному видео. Бисквит, вот именно этот на 16 сантиметров, и высота у меня формы 8,5 сантиметров, я выпекала на 3 яйца. И, соответственно, берите других ингредиентов. Пропитывать я буду просто сегодня сахарным сиропом. Это делается все очень просто, и я просто не стала брать другую пропитку. Именно очень легкая здесь нужна для этой начинки. И крем у меня здесь банановое мороженое. Он очень плотный. Этот крем без всяких загустителей, без желирующих средств. Этот крем без желатина, без пектина, без ничего. То есть благодаря тому, что мы завариваем банан в этом креме, я получаю вот такой вот консистенции крем. Очень многие девочки меня спрашивают, как
этот крем ведет себя, будет ли он темнеть. Ничего он не темнеет, потому что банан я уже уварила перед этим, и он абсолютно не темнеет, этот крем, благодаря этому. Коржи я все пропитываю, и средний слой у меня будет прослойка именно яблочная. Я буду наносить туда крема уже совсем немного, видите, просто чтобы сравнять мой корж. И сейчас я сделаю из кондитерского мешка бортик банановым кремом. Посмотрите, как хорошо он отсаживается, этот крем, именно из кондитерского мешка, и как удобно им работать именно в торте. Он абсолютно не растекается и без всякого желатина. Видите, вот такой вот шикарный бортик получается. Бархатистый такой крем, вкуснейший на вкус. И выкладываю туда яблоки. Яблок я здесь выкладывать буду не полное количество, потому что я еще раз повторяю, что здесь у меня 16 сантиметров форма. Вот этого количества яблок рассчитано на форму 18-20 сантиметров. Ну, на 20 там, может быть, будет не такая, как сказать, высокая прослойка этих яблок, но 18 стабильно хватает из 350 грамм сырых яблочных вот этих кубиков. Разравниваем это все. И сейчас я покрою небольшим уже слоем бананового крема просто мои яблоки. Видите, здесь яблоки настолько сочные получаются благодаря легкой карамелизации. Они еще по сути как будто они свежие. Вот их раскусываешь когда, и благодаря тому, что мы добавляем немного лимонной кислоты, вкус очень богатый, несмотря на то, что яблоки у меня не садовые, они у меня покупные. Вкус получается у торта просто изумительный. Обязательно попробуйте приготовить. И яблоки — это такой фрукт, который есть во всех странах, на всех континентах, и всегда его можно приобрести. Теперь покрываю я также уже слоем бисквита, также бисквит пропитываю, наношу на него банановый крем. Бананового крема я наношу такое же количество, как и на нижнем корже, и накрываю, естественно, той частью бисквита, на которой он пекся, дном, чтобы верх моего тортика был как можно более ровным. Вот такой торт у меня получился в сборке. Теперь я его отправляю на ночь в кондитерском кольце, обязательно в холодильник, чтобы он у меня отстоялся. Можете хотя бы часов, на 5 его нужно туда отправить, чтобы все эти вкусы соединились. Это очень важно, потому что начинка такая богатая очень. Ночь прошла у меня. Я покрывать буду мой тортик сливочным кремом с маскарпоне. Подробнейший рецепт будет уже в следующих видео. Вот такой шикарный крем именно не для начинки, а для выравнивания и для украшения, такого легкого украшения тортов, также пирожных. Вот такой устойчивый, глянцевый, гладкий крем получается. Но подробное видео будет по этому крему, как он окрашивается, как им выравнивается. Хорошо им очень можно выровнять и буквально за пару минут. Вот такой ровный тортик получается. Я также отсадила вот такие вот из насадки фантазийной гортензии, как яблоневый цвет, такой просто как хотела изобразить на этом торте. Сейчас я вам покажу, как нарезается этот торт. Он очень-очень нежный, он очень хорошо пропитан и очень-очень сочный. Видите, вот прошла ночь у меня, и вот банановая моя прослойка, абсолютно она не потемнела, как она была, такого естественного, слегка бежеватого цвета, так она у меня и осталась. То есть за это переживать не нужно, потому что много мне вопросов задавалось именно в комментариях по поводу цвета вот этого бананового крема, крема банановое мороженое. И вот такой у меня разрез, смотрите, получается. Все здесь идеально ровно получается, потому что банановый крем, он очень стабильный, он не темнеет, как вы видите. И яблоки дают очень насыщенный и такой с кислинкой вкус этому торту. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.